Всем привет, с вами Светлана. Сейчас мы находимся в Балтике, в одном из самых красивых и, пожалуй, самых спорных курортов Болгарии. Сколько стоит здесь отдых на самом деле? И что случилось с пляжами? Они стали лучше или все по-старому? И главный вопрос, кому подойдет этот курорт, а кому стоит проехать мимо? Сейчас мы с вами и узнаем. Балчик. Кратко о главном. Факты, цифры и первый сюрприз от курорта. Первое, что бросается в глаза в Балтике, он абсолютно не похож на типичный болгарский курорт. Никаких гигантских отелей, никакой суеты, как на Солнечном берегу. Здесь время, кажется, течет медленнее. Его называют белым городом. И не зря. Эти дома, построенные из местного камня, создают уникальную, почти средиземноморскую атмосферу. Город каскадом спускается с холмов прямо к морю. И лучший способ оценить эту красоту – посмотреть на него с воды или с обзорной площадки на въезде. Балчик расположился на северном побережье, в 42 километрах от Варны. Его особенность – ярусная архитектура, белый город. Население около 11 тысяч человек. А вот и первый сюрприз. Судя по номерам машин и речи на набережной, главные иностранные туристы здесь из Румынии. И это не случайно. Историческая связь через королеву Марию, чей дворец Тихое Гнездо является сердцем курорта, ощущается до сих пор. Но об этом чуть позже. А пока, когда же сюда лучше ехать? Когда лучше ехать? Сезон, погода, температура воды и нюансы моря. Сезон в Балтике классический для Болгарии. Конец мая и июнь. Это мягкое начало. Все в зелени, туристов мало, но море еще бодрящее, около плюс 20-22 градусов. Июль и август – пик сезона. Воздух прогревается до плюс 28-32 градусов. Вода до плюс 25-26 градусов. Готовьтесь к тому, что на небольших пляжах будет тесно. Сентябрь – наш любимый бархатный сезон. Жара спадает, вода еще теплая, а основная масса туристов разъезжается. Но говорить можно долго. Давайте измерять. Наша традиционная рубрика «Замер температуры воды». Сейчас мы с вами узнаем, какая температура воды в Балчик, в море. Я не могу сюда залезть. Температура воды 27,6. Вода, парное молоко. Но, как видите, есть нюанс. Вот эта каша из водорослей. Измерить воду в море было тем еще квестом. Подводный мир Балтика. Есть ли жизнь под волнами? И раз уже мы заговорили о воде, что с подводным миром? Из-за близости порта и особенностей дна вода здесь бывает часто мутноватой. Пройдя чуть дальше от основного скопления людей, нам все же удалось найти участок почище. Дно – песок с мелкими обломками ракушек. На дайвинг и скнорлинг здесь рассчитывать точно не стоит. Так, с морем разобрались, а как сюда вообще попасть? Как добраться? Все способы. Самолет, автобус, своя машина. Итак, планируем маршрут. Вариант первый. Самолет. Ближайший международный аэропорт в Варне. Это примерно 50 километров. Оттуда можно взять такси, цена будет в районе 40-50 евро, или поехать на автобусе. Вариант второй – автобус. С автовокзала Варны в Балчик регулярно каждые полчаса-час ходят автобусы. Цена билета всего около 4,5 евро. Комфортно и бюджетно. Вариант третий – своя машина. Самый удобный способ, если вы хотите исследовать окрестности, но будьте готовы к главной проблеме – парковка. В центре даже платной парковки по 1,5 евро в час. Часто забиты под завязку. Парковка на улицах города обойдется в 1 евро за час. Наш совет. Если едете на машине, ищите жилье с гарантированным парковочным местом. Это сэкономит вам кучу нервов. Добрались? Где будем жить? Жилье. Отели против апартаментов. Цены и где искать. Жилье в Балчике интересно. Здесь нет all-inclusive. Этот курорт про другое. Вариант первый. Отели. Цены на стандартный двухместный номер в июле стартуют от 37-40 евро в сутки при бронировании на неделю. Отели на первой линии у моря около десятка, но будьте готовы отдать от 68 евро за ночь. И помните, что первая линия здесь – это выход на набережную, а не на бескрайний пляж. Визитная карточка Балчика – это длинный променад. Мы нашли единственный отель формата «Все включено». Он находится в стороне от города, и цена там от 227 евро за двоих. Вариант второй.
апартаменты и комнаты. Это самый популярный и, на наш взгляд, оптимальный выбор для Балтчика. Цены на комнату в гостевом доме начинаются от 53 евро, а снять целый апартамент с кухней можно от 42 евро. Это дает свободу и позволяет сэкономить на питании. И, конечно, старый добрый способ – объявление прямо на балконах. Иногда так можно найти очень выгодные варианты. Так, с жильем определились. А насколько комфортно здесь отдыхать? Инфраструктура и сервис. Что предлагает курорт для комфортной жизни и отдыха? Главное место в Балтчике – это набережная, она же дамба. Пешеходная аллея протянулась более чем на 7 километров и соединяет Балтчик с соседней Албеной. Это просто идеальное место для прогулок, пробежек или поездок на велосипеде у кромки моря. Что касается бытовых вопросов, в городе есть все необходимое для жизни. Наверху, в жилой части, расположен большой супермаркет Lidl, где можно купить продукты по стандартным болгарским ценам. Есть аптеки, банки, почта. Но не забывайте про рельеф. Если ваше жилье наверху, поход за продуктами превращается в фитнес-тренировку. С инфраструктурой понятно, а что с едой? Питание в Балтчике. Голодными в Балтчике вы точно не останетесь. Выбор заведений от уличных автоматов со снеками до изысканных ресторанов с видом на дворец. Давайте посмотрим на цены в хорошем заведении на пешеходной аллее. Шопский салат 350 грамм 7 евро. Греческий салат 350 грамм 8 евро. Рыбный суп 5 евро. Куриное филе на гриле 11 евро. Морской окунь 400 грамм 17 евро. Филе семги 400 грамм 18 евро. Как видите, цены вполне адекватны для курортной зоны. В заведениях подальше от моря можно поесть еще дешевле. Выбор огромный, так что каждый найдет что-то на свой вкус и кошелек. Ну а теперь переходим к самой обсуждаемой теме Балтчика – к пляжам. Пляжи Балтчика. Обзор и наши рекомендации. Итак, пляжи. Давайте будем честны. Если вы ищете многокилометровые полосы золотого песка, Балтчик – это не ваш вариант. Главный пляж здесь центральный. Большим его можно назвать лишь в сравнении с другими, совсем крошечными участками. Его длина едва ли 200 метров. С одной стороны пляж подпирает набережная, а с другой действующий грузовой порт. Картина, скажем так, на любителя. Песок здесь смешан с мелкими ракушками и камушками. И да, проблема с водорослями никуда не делась. Вода у берега часто мутная. Как мы и говорили, стабильность. Но есть и плюсы. Пляж оборудован. Есть спасатели, медпункт, душ и раздевалки. На этом курорте тоже есть душ. Сейчас мы проверим, работает он. Цены за зонтик 3,5 евро, за шезлонг 3,5 евро. Комплект из 2 шезлонгов и зонта обойдется в 11 евро. Мороженое на пляже 1,5 евро. Есть и бесплатная зона, где можно расположиться со своим полотенцем. Из-за мелководья пляж хорошо подходит для детей. А вот подход к пляжу – это отдельная тема. Никакого благоустройства. Приходится идти через пыльную парковку между машинами. Помимо центрального, вдоль набережной есть несколько очень маленьких импровизированных пляжей у баров. Водные развлечения. Парасейлинг – 50 евро на человека, 70 евро на 2 человек. Водный мотоцикл – 35 евро 10 минут. Банан – 15 евро. Ни один пляж в Балтчике не удостоен голубого флага за чистоту и безопасность. Думаю, это говорит о многом. Но неужели в Балтчике едут не за морем? Конечно, нет. Едут за другим. Давайте посмотрим, чем здесь можно заняться, кроме пляжа. Развлечения и досуг. Что посмотреть в Балтчике и рядом. Вот мы и подошли к главному козырю Балтчика. К причине, по которой сюда идут тысячи туристов. Это 2 объекта из 100 национальных туристических достояний Болгарии. Во-первых, ботанический сад. Он занимает площадь в 6,5 гектаров. И здесь произрастает более 2500 видов растений. Это настоящий оазис, созданный швейцарским садовником Жюлем Яни. Входной билет для взрослого стоит 7,5 евро. Во-вторых, архитектурно-парковый комплекс «Дворец». Бывшая летняя резиденция румынской королевы Марии. Чтобы попасть в сам дворец, нужно купить отдельный билет еще за 7,5 евро. Будьте готовы к очередям на кассе в пик сезона. Кроме этого, в городе есть исторический музей и художественная галерея. Можно взять на прокат лодку или прокатиться на прогулочном корабле. А недалеко от города находится озеро Тузлата, знаменитое своими лечебными грязями. Как видите, скульптурная программа здесь более чем в порядке. А насколько здесь безопасно? Безопасность в Балтчике – мифы и реальность. Как отдыхать спокойно? Балтчик – спокойный и безопасный город. Здесь обстановка поспокойнее, чем на крупных тусовочных курортах. Вечером можно абсолютно спокойно гулять по набережной и улочкам. Конечно, базовые правила предосторожности никто не отменял. Не оставляйте ценные вещи без присмотра на пляже и в машине. Но в целом уровень безопасности здесь очень высокий. Это идеальное место для размеренного и спокойного отдыха. Курорт за последние годы
Как изменился Балчик? Он почти не меняется, и это одновременно его плюс и минус. Здесь не появляются новые гигантские отели, не строятся аквапарки. Та самая пыльная дорога к пляжу была такой же 5 лет назад. Балчик сохраняет свой аутентичный, немного сонный шарм. Для тех, кто ищет новизны и развития, это может быть недостатком. А для тех, кто влюблен в его уникальную атмосферу, это главный плюс. Балчик остается самим собой. Итак, мы узнали все детали. Давайте теперь посчитаем, во сколько обойдется отдых. Цены на отдых, полный бюджет поездки, жилье, питание, развлечения, транспорт. Давайте посчитаем примерный бюджет на одного человека в день в пик сезона. Эконом. Жилье. Место в апартаментах. 25 евро. Питание. Супермаркет плюс один раз в недорогом кафе. 20 евро. Развлечения. Пляж, прогулки. 5 евро. Итого 50 евро в день. Комфорт. Жилье. Отели или хорошие апартаменты – 40 евро. Питание. Ресторан в 2 раза в день – 40 евро. Развлечения. Шезлонг, экскурсии – 20 евро. Итого 100 евро в день. Конечно, это очень усредненные цифры, но они дают понять, что Балчик довольно доступный курорт, особенно если готовить самостоятельно. Основные траты – это жилье и питание в ресторанах на набережной. Главные плюсы Балчика, за что его выбирают тысячи туристов. Давайте подведем итог. За что же любят Балчик? Первое и главное – атмосфера. Невероятная красота, романтика, спокойствие – это город для созерцания. Второе. Достопримечательности. Дворец и ботанический сад мирового уровня находятся прямо здесь. Третье. Цены. Относительно недорогое жилье и питание, особенно в сравнении с более раскрученными курортами. Четвертое. Длинная набережная. Идеально для прогулок и спорта. Пятое. Спокойствие и безопасность. Основные минусы Балчика. К чему быть готовым? Теперь о минусах. Будьте готовы к следующему. Первое. Пляжи. Они маленькие, часто многолюдные, а чистота воды вызывает вопросы. Нет голубого флага. Это не место для классического пляжного отдыха. Второе. Рельеф. Город на крутом склоне. Если вы живете не на первой линии, ежедневные походы с пляжа превратятся в серьезную кардионагрузку. Это критично для семей с маленькими детьми и пожилых людей. Третье. Парковка. В сезон найти место для машины – это настоящий квест. Четвертое. Порт. Близость действующего порта к зоне отдыха нравится далеко не всем. Балчик против других курортов. Краткое сравнение. Цена, пляж, атмосфера. Чтобы было понятнее, давайте быстро сравним. Балчик против Золотых Песков. Если вам нужны широкие песчаные пляжи, вечеринки и ночная жизнь, вам на Золотые Пески. Балчик – полная противоположность. Он про тишину, историю и романтику. Балчик против Созополя. Оба города с историей и атмосферой, но в Созополе, на наш взгляд, пляжная инфраструктура развита лучше. Там есть несколько отличных пляжей. Балчик выигрывает за счет уникального комплекса, дворца и ботанического сада. Для кого этот курорт? Идеальный отдых для семей, молодежи или спокойного релакса. Итак, кому подходит Балчик? Романтическим парам или творческим натурам. Вы будете в восторге от атмосферы. Любителям истории и экскурсий вам будет что посмотреть. Тем, кто ищет спокойный, размеренный отдых, вдали от шума и толп. Пожилым людям, но при условии выбора жилья на первой линии, без подъема в гору. А кому стоит хорошо подумать? Молодежи, ищущие тусовки и клубы. Вам здесь будет откровенно скучно. Семьям с маленькими детьми в колясках. Постоянные подъемы и спуски могут испортить весь отдых. И самое главное, тем, для кого пляж и чистое море – это 90% успеха отпуска. Балчик вас, скорее всего, разочарует. Итоги. Балчик – наш вердикт и главные советы перед поездкой. Балчик – это курорт-компромисс, курорт-парадокс. Он дарит невероятные эстетические эмоции, но требует быть снисходительным к его пляжным недостаткам. Главный совет – поезжайте в Балчик не за пляжным отдыхом, а вопреки ему. Поезжайте за атмосферой, за красотой, за историей. Рассматривайте его как базу для исследования севера Болгарии. А море как приятный бонус, а не основную цель. Если вы едете с такими ожиданиями, Балчик вас очарует. А что для вас важнее в отдыхе? Идеальный пляж или неповторимая атмосфера города? Напишите в комментариях. Очень интересно будет узнать ваше мнение. Я надеюсь, что эта информация была полезной и поможет вам принять правильное решение. Я ожидаю, что вы оцените мое видео. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить мои новые интересные видео. Всем пока. До новых встреч.